Земля не забывает, она просто ждет. Где-то под слоем дерна, под фундаментом сгоревшего дома, под илом на дне пролива лежит кругляш металла. Кто-то держал его в руке 500 лет назад, платил им за хлеб, прятал от чужих глаз, а потом терял. Или прятал так хорошо, что забирал секрет с собой в могилу. Металлоискатель не видит историю, он видит сигнал, писк в наушниках. И только потом, когда монета оказывается на ладони, начинается настоящее. Сегодня 15 монет с 5 континентов. От дубленого пляжа в Нантакете до пролива на краю света, где когда-то умирала от голода целая колония. Плюс 3 бонуса, то, что не влезло в основной счет, но обошло по драме половину списка. Поехали. Прежде чем перейти к находкам, несколько слов о том, где вообще всплывают такие монеты. Чаще всего не в древних гробницах и не в тайных пещерах, а в самых обыденных местах. На вспаханном поле, где плуг годами переворачивает верхний слой земли и постепенно выталкивает наверх то, что зарыто на полуметровой глубине. На месте бывшей деревни или хутора, которых давно нет на карте, но где столетиями жили люди, теряли мелочь, прятали сбережения. На берегу реки, где вода за века меняет русло и вымывает то, что раньше лежало на суше. Под фундаментом старого дома, именно там чаще всего находят возвратные клады, спрятанные на черный день. И, конечно, на пляжах, там, где веками сходились на берег корабли, порты и утонувшие карманы. Есть и деталь, о которой редко задумываются. Монета, пролежавшая в земле несколько веков, почти никогда не выглядит так, как в музейной витрине. Металл покрывается патиной, тонким слоем окисла, зеленым на бронзе, темно-серым на серебре. А вот золото практически не окисляется, поэтому золотые монеты нередко выходят из земли такими же блестящими, какими их закопали столетия назад. Это одна из причин, почему находки золота производят такое сильное впечатление. Время будто вообще не коснулось предмета. И еще один факт для контекста. Самой монете как изобретению чуть больше 26 веков. Первые монеты в привычном смысле, стандартные металлические кружки с чеканкой, появились в VII веке до нашей эры в Лидии, древнем царстве на территории современной Турции. Чеканили их из электрума, природного сплава золота и серебра. Считается, что довел идею до совершенства царь Крёс, чье имя с тех пор стало синонимом несметного богатства. Выражение «богат как Крёс» живет в языках мира до сих пор. С тех пор монета путешествует по планете уже почти 3 тысячелетия, и, судя по этому списку, до сих пор не устала удивлять тех, кто ее находит. Нантакет. Остров у берегов Массачусетса. Пляж, южный берег, отлив. Кладоискатель по имени Трэвис Николс ходит здесь годами. В его коллекции больше 300 монет, собранных вдоль пляжей острова. Однажды он уже находил здесь монету, обрезанную ровно наполовину. Колонисты в буквальном смысле резали серебряные монеты на части, когда не хватало мелких номиналов, и даже такая половинка когда-то считалась приличной суммой. Но эта находка особенная. 1782 год. Серебряный испанский реал. Отчеканен не в Испании, в Мехико. Испанский реал в те века был не просто местной монетой, фактически мировой резервной валютой. Кусками 8 называли такие монеты пираты и торговцы от Карибов до Филиппин. Именно от привычки резать их на 8 частей произошло английское выражение «2 бита» — четверть доллара. Собственный американский доллар, когда его только вводили, рассчитывали по весу серебра в таком же реале. Как испанская монета мексиканской чеканки оказалась на пляже острова в Атлантике. Есть версия на корабль. С корабля в порт Новой Англии. А оттуда снова на воду до Нантакета, который в те годы был одним из крупнейших портов китобойного промысла на планете. Сюда стекались корабли и деньги со всего света, а вместе с ними и монеты, которым было совсем не по пути. Монета проделала путь длиннее, чем большинство людей проезжают за жизнь, и осталась лежать в песке, молчаливым свидетелем торговых путей 300-летней давности. Похожая история. Монета не на своей земле ждет и на другом берегу Атлантики. Только там чужим оказался не хозяин монеты, а страна, где ее нашли. Балтийское побережье Польши. Место, где когда-то стоял старейший доминиканский монастырь на южном берегу моря. Поляк Мачий Ружик выходит с металлоискателем и получает сигнал. Золотой дукат, 1777 год. Но не польский,
голландский. Республика Соединенных Провинций Нидерландов существовала с 1581 по 1795. И весь этот период голландский дукат оставался, по сути, международной валютой Северной Европы. Его чеканили настолько стабильно на протяжении веков, что купцы от Балтики до Леванта принимали голландское золото без вопросов, даже не перепроверяя пробу. Эта монета из последних десятилетий существования республики еще до того, как ее захватят французские революционные войска. Как дукат попал на польское побережье, можно только гадать. Торговля, паломники к старому монастырю, случайный кошелек потерянного странника. Балтийское побережье Польши веками жило морской торговлей, а соседний Гданьск, крупнейший польский порт неподалеку, был одним из главных партнеров голландских купцов на всем Балтийском море. Музей истории Каменской земли заявил прямо: подобные монеты в Польше еще не находили. Первая за всю историю страны. А вот в самих Нидерландах находки куда крупнее одной завалявшейся монеты. И начинаются они с кукурузного поля. Юг Нидерландов. Город Маастрихт. Кукурузное поле. Пол Курвс, 47 лет, идет по полю с детектором просто для прогулки. Сигнал. Копает. В руках золотой кругляш с лошадкой. «Я понятия не имел, что нашел», — скажет он потом. На следующий день Курвс вернется и найдет вторую монету, уже серебряную. За находкой еще и еще. В итоге 39 золотых и 70 серебряных монет. Первый век до нашей эры. Археологи установили, монеты чеканило племя Эбуронов, то самое, которое, по словам Юлия Цезаря, было полностью уничтожено римлянами в 53 году до нашей эры за то, что осмелилось напасть на легион и убить 6000 солдат. Эбуроны жили на землях между реками Маас и Рейн, на самом опасном перекрестке военных походов Цезаря в Галлию. Цезарь писал, что стер эбуронов с лица земли. Их золото пролежало в кукурузном поле 2000 лет. И доказало, он соврал. Хотя бы часть племени выжила. Достаточно, чтобы успеть закопать сокровища. Неподалеку, чуть севернее, земля хранила другую тайну. Не воинов, а украшений. Хогваут, Нидерланды. Историк Лоренцо Рейтер, 27 лет, уже 10 лет как одержим поиском сокровищ. С подросткового возраста, когда получил в подарок свой первый металлоискатель, и с тех пор не расстается с хобби ни на одни выходные. 2021 год. Находка. 4 золотых полумесяца подвески, судя по всему, серьги. 2 фрагмента золотой фольги. И 39 серебряных монет. Возраст 1000 лет. Форма подвесок в виде полумесяца была характерна для украшений раннего Средневековья. Эпохи, когда на месте современных Нидерландов только формировались первые графства, а старые племенные традиции постепенно уступали место новому феодальному укладу. «Это было невероятно», — признавался потом Рейтер. «Не могу описать словами. Никогда не думал, что найду что-то подобное». Клад пролежал в земле дольше, чем существует большинство современных государств. От украшений к самой обычной с виду монете, которая все равно попала в учебники истории, под Эдинбургом. Обычное поле, обычный день кладоискателя с детектором. Трава по щиколотку, сырая земля, привычный писк в наушниках через каждые несколько минут. То гвоздь, то крышка от бутылки, то современная монетка. И вдруг сигнал совсем другой, глубокий, ровный. В руках потемневший кругляш с профилем короля Давида I. 12 век, 900 лет в земле. Давид I правил Шотландией с 1124 по 1153 год и вошел в историю как король, который фактически создал шотландскую денежную систему с нуля. До него страна обходилась в основном английской и континентальной чеканкой. Историки называют его реформы Давидовой революцией. Именно при нем в Шотландии впервые появились собственные монетные дворы и законы, скопированные с англо-нормандских образцов. Эксперты подтвердили, это древнейшая шотландская монета из когда-либо найденных. Не самая дорогая в этом списке, но именно та, что переписывает возраст самой шотландской чеканки. Возраст не единственное, чем можно удивить. Иногда рекорд ставит не время, а количество. Деревня Летка-Вике недалеко от Бухареста. Кладоискатель Беби Мандзяк – обычный детектор, не дешевый, но и не топовый, по его же словам. Идет день за днем, просто ради движения, ради воздуха. Сигнал. Керамический сосуд. Внутри почти 1500 римских монет.
Возраст клада – около 1700 лет. Земля, где закопали сосуд, когда-то была римской провинцией Дакия. Рим завоевал ее при императоре Траяне в начале II века нашей эры после 2 кровопролитных войн и удерживал почти 150 лет, пока легионы не отступили под натиском варварских племен. Именно из Дакии Рим вывозил золото. Считается, что дакийские рудники обеспечили казну империи огромным притоком драгоценного металла на десятилетия вперед. Сосуд оказался расколот. Есть версия специально, ритуально, будто хозяин защищал спрятанное каким-то обрядом перед тем, как навсегда уйти. Возможно, именно тогда, когда римская власть в этих землях начала рушиться. Румынские власти уже объявили, место станет официальным археологическим памятником. 1500 монет в одном месте – щедрость, о которой некоторые континенты могут только мечтать. Порт-Элизабет, Южноафриканская республика. В Британии клады находят десятками каждый год, там это почти рутина, отчеты идут по конвейеру. В Африке иначе. Редактор местного бюллетеня для кладоискателей годами следит за находками по всей стране и признается, за все время работы он услышал лишь об одном по-настоящему значимом монетном кладе. Остальное – редкие монеты поодиночке, пуговицы, стреляные гильзы. Место, где нашли этот единственный клад, само по себе с историей. В конце XIX века Порт-Элизабет боролся с наступающими песчаными дюнами. Город буквально заносило песком, как когда-то заносило Кейптаун. Сначала городской мусор свозили сюда паровозом, чтобы утяжелить дюны, поэтому в песке до сих пор попадаются осколки старинных бутылок и тарелок. Потом, уже в начале XX века, дюны укрепили деревьями. Завезли из Австралии эвкалипты и акации, вырастили целый искусственный лес поверх когда-то голого песка. Кладоискатель Бобби Чемберлен выходил на поиски именно в этих местах. Ценность его находки не в сумме, она в самой редкости события. На континенте, где счет кладов идет не на десятки, а на единицы за десятилетия, любая подобная находка становится маленькой сенсацией среди местных кладоискателей. На другом конце света – находка, которая удивила не редкостью места, а тем, что там делает чужая монета. Штат Виктория, Австралия. Заброшенное спортивное поле к северу от Баларата, в XIX веке здесь стоял лагерь золотой лихорадки. Ангус Джеймс, охотник за реликвиями, водит катушкой по земле и вытаскивает бронзовый кружок с иероглифами. Монета 100 мон темпо цухо, Япония, середина XIX века. Найти японскую монету такого возраста в Австралии – это невероятная редкость, скажет потом Джеймс. Золотая лихорадка началась в Австралии в 1851 году и за 20 лет полностью переписала демографию страны. Население выросло с 430 тысяч почти до 2 миллионов человек. Люди ехали отовсюду. Из Европы, из Калифорнии, где своя золотая лихорадка уже закончилась, из Китая. Китайские старатели составляли целые лагеря вдоль золотоносных рек. И, как выяснилось теперь, даже из Японии, хотя японская миграция в те десятилетия была явлением крайне редким. Одна маленькая монета – доказательство того, насколько далеко может забросить человека жажда золота. От случайной монеты чужого производства к кувшинчику, спрятанному нарочно. Иерусалим – еврейский квартал. Перед строительством лифта к Стене Плача, историческую площадь у главной святыни иудаизма, готовят к современной инфраструктуре, археологи ведут обычную предварительную разведку участка. В земле маленький кувшинчик, меньше стаканчика кофе. Внутри 4 золотые монеты. Возраст больше 1000 лет. Времена правления Фатимидского халифата, того самого государства, чье золото столетия спустя всплывет и у берегов Кесарии. По оценке специалистов, 4 монеты – это примерно месячная зарплата обычного рабочего того времени. Не состояние, а именно то, что откладывают понемногу монету за монетой. Кто-то 1000 лет назад сделал ровно то же самое, что делают сегодня. Отложил немного золота на черный день. И не вернулся за ним. Неподалеку, на берегу другого Святого моря, зарыли не кувшинчик, а целое состояние. Израиль рядом со средневековой синагогой на берегу Галилейского моря. 15 век. Золотые и серебряные монеты, среди них венецианская чеканка времен правления сразу нескольких дожей от Франческо Дандола до Франческо Фаскари. Венецианские купцы в этот период держали в руках львиную долю средиземноморской торговли,
а их золотые дукаты ходили по всему Ближнему Востоку почти как универсальная валюта. Так что появление венецианских монет у Галилейского моря совсем не случайность, а след торговых связей, которые тянулись сюда через порты Леванта. Почему клад закопали именно здесь, рядом со священным зданием, точного ответа нет. Есть версия, что хозяин верил, рядом со святым местом сокровище в большей безопасности. Как оказалось, не для него, а для тех, кто нашел его спустя 600 лет. От Святой Земли обратно в Европу, где кладоискатели работают не поодиночке, а командой. Польша, окрестности Калиша, города, которые поляки называют старейшим в стране. Еще во II веке нашей эры его упоминал Александрийский географ Птолемей как поселение Калисия на Янтарном пути, торговом маршруте, связывавшем побережье Балтики со Средиземноморьем. Группа кладоискателей Динар-Калиш не одиночки, команда. Находка – глиняные горшки. Внутри 631 средневековый предмет, серебряные монеты и золотое римское ожерелье возрастом 1800 лет. Примерно того же периода, когда через здешние земли еще шла торговля янтарем с самим Римом. Ожерелье прошло через века войн, разделов страны, 2 мировых войн и дождалось момента, когда его, наконец, достанут на свет. Золотое ожерелье не единственная громкая находка в этом списке. Но прежде еще один любопытный момент. Законы о кладах в разных странах устроены совершенно по-разному. В Британии, где кладоискательство официально узаконено, нашедший обязан заявить о находке, а государство либо выкупает клад по рыночной цене, поделив деньги между кладоискателем и владельцем земли, либо возвращает находку. В Израиле и большинстве стран континентальной Европы все строже. Найденные древности автоматически становятся собственностью государства, а кладоискателю в лучшем случае полагается благодарность в пресс-релизе. В Норвегии похожая система, но именно поэтому находка Врена стала такой редкостью. Местные кладоискатели годами сотрудничают с музеями напрямую, а не прячут находки по углам. А в большей части Южной Америки любительский металлопоиск на исторических памятниках и вовсе запрещен законом, что отчасти объясняет, почему в этом списке из Южной Америки всего одна монета, и ту нашли не любители, а профессиональные археологи. Самая крупная находка в списке случится дальше, в Нидерландах, там, где искали вовсе не сокровища, а потерянные ключи от трактора. Нидерланды, провинция Утрехт, деревня Бюнник. Герт Ян Месселер и Рейнер Кулинг не археологи, обычные любители с катушками, ищут ключи от трактора, потерянные местным фермером в соседней деревне Хаутен. Ключей не находят. Устав от бесплодных поисков, решают заглянуть на соседнее поле в Бюннике, просто чтобы не возвращаться домой совсем с пустыми руками. И один из детекторов внезапно оживает. Первая монета. Потом еще одна и еще. Сообщают археологам. Раскопки растянутся на месяцы. Сначала находят 381 монету, потом при повторных раскопках еще 23. Итог – 404 золотые и серебряные монеты. Место находки не случайное. Именно через Утрехт проходила северная граница Римской империи, рубеж, отделявший завоеванные земли от территорий, куда легионы так и не дошли. Часть монет датируется временем правления императора Клавдия, того самого, кто в 43 году нашей эры отправил войска завоевывать Британию. 288 серебряных динариев. 72 золотых ауреуса. Смесь римской и британской чеканки, археологи говорят, ничего подобного на европейском континенте раньше не находили. Одна из монет с портретом самого Юлия Цезаря, другая – еще большая редкость, с лицом Юбы, царя Нумидии, союзного Риму государства на территории современного Алжира, чье изображение на монете почти нигде больше не встретишь. 2 монеты оказались отчеканены одним и тем же штампом и ни разу не побывали в обращении. Их обладатель получил их прямо со свежего чекана, возможно, солдатское жалование или подарок за службу, и, судя по отсутствию потертостей, больше никогда не притронулся. Как эти монеты оказались зарыты именно здесь, за сотни километров от места чеканки, археологи пока лишь строят версии. То ли трофей после похода в Британию, то ли сбережение ветерана, вернувшегося на покой к северной границе империи. Пока одни искали ключи от трактора, другие копали землю ради науки. И наушники взорвались звуком снова, только уже в Израиле. Израиль, национальный парк Сусита, склоны голландских высот.
Древний христианский город Гиппос, Сусита, как называли его на иврите, стоял здесь больше 1000 лет, с эллинистической эпохи и до VII века нашей эры, пока его не разрушило землетрясение. Эдди Липсман, оператор металлоискателя в составе университетской раскопочной группы, идет между зонами раскопок на участке, который исследовали еще 6 лет назад, но не в этом сезоне. Задевает большой камень, сигнал резко усиливается. «Прибор просто взбесился», — вспоминал потом Липсман. «Я не мог поверить своим глазам. Золотые монеты появлялись одна за другой. 97 золотых монет VII века нашей эры, плюс украшения, серьги с полудрагоценными камнями и стеклом, плюс остатки тканевого мешка, в котором все это когда-то хранилось, то немногое, что осталось от него за 13 веков в земле. Среди монет – экземпляр монетного двора Кипра, отчеканенный в 610 году. Только вторая подобная монета, найденная в Израиле за всю историю раскопок. Есть монеты времен правления императора Юстина I, который правил с 518 по 527 год. Значит, Гет собирался не один день и не один год, а копился десятилетиями, прежде чем его спрятали. По словам исследователей, это один из 5 крупнейших золотых кладов византийской эпохи, найденных в регионе. Есть версия, город был разрушен внезапно, землетрясением, и хозяин клада просто не успел вернуться за своим золотом. Сочетание монет и украшений в одном тайнике встречается редко. Обычно прячут либо деньги, либо ценности, а не то и другое сразу. Будто кто-то в последний момент второпях сгреб буквально все, что было под рукой. А самый крупный золотой клад в истории страны нашли вообще без всякого поля, под водой. Побережье древней Кесарии, Израиль, города, который во времена царя Ирода Великого был крупнейшим портом Восточного Средиземноморья, а потом столетиями то богател, то приходил в упадок под властью то римлян, то византийцев, то арабских халифатов. Клуб аквалангистов-любителей ныряет здесь ради развлечения. Обычная суббота, обычный заплыв вдоль Старой Гавани. И на дне что-то поблескивает. Почти 2000 золотых монет, 1000 лет под водой. Чеканка Фатимидского халифата. Государство, которое в свою эпоху правило большей частью Северной Африки и держало под контролем торговые пути от Магриба до Египта и дальше, вплоть до этих самых берегов. По приблизительным подсчетам, если считать по среднему весу таких монет, это больше 8 килограммов чистого золота, рассыпанных по дну исторической гавани. Монеты пролежали в гавани так долго, что их вымыло приливами на мелководье. Туда, где обычно купаются, они ищут сокровища. Есть версия, где-то рядом, на большей глубине, покоятся остатки корабля, который вез это золото и так и не добрался до берега. Возможно, попал в шторм уже на подходе к гавани, когда до спасения оставались считанные метры. Пока что само судно не найдено, но количество монет говорит само за себя. Такое богатство редко перевозили иначе, чем морем, и редко теряли иначе, чем в кораблекрушении. Находка стала крупнейшим золотым кладом за всю историю подводной археологии Израиля. И напомнила, что Кесария и сегодня, спустя 1000 лет, продолжает хранить куда больше, чем успели поднять со дна. От моря обратно на сушу, туда, где ждет самая дорогая монета в этом списке. Лонг-Айленд, картофельное поле. Восточный Хэмптон, 1991 год. Лилиан Рейд выходит с детектором на обычную прогулку по полю, просто по привычке, без особых надежд, и находит монету, которая войдет в историю американской нумизматики. 1652 год. Серебряный шестипенсовик Новой Англии. Отчеканен в Бостоне, в самой первой партии монет, когда-либо выпущенных на территории будущих Соединенных Штатов. До этого колонисты пользовались чем придется. Испанскими реалами, вампумом, раковинами, которые местные племена использовали как деньги, и простым товарным обменом. Массачусетская колония первой рискнула чеканить собственную монету, хотя формально не имела на это права от английской короны. Дизайн простой до предела. Буквы «Н» и «Е» на одной стороне, сокращение от Новая Англия, римская цифра 6 на другой. Настолько простой, что монету было легко подделать, достаточно было куска серебра нужного веса и пары ударов молотком. Именно поэтому чекан быстро сменили на более сложный, с деревом и надписями по кругу. А простые буквенные монеты продержались в обращении лишь несколько месяцев 1652 года. История находки настолько поразила публику, что о ней написали в легендарной американской рубрике о невероятных фактах «Хотите верьте, хотите нет».
с иллюстрацией монеты и рассказом о картофельном поле, где она пролежала 3 с лишним века. Сегодня в мире известно всего 7 таких монет. 3 хранятся в музеях. Это единственное, что была найдена не археологами, а обычным человеком с металлоискателем спустя 339 лет после того, как ее потеряли. Специалисты оценивают ее больше, чем $100 тысяч. Цена приличного дома в небольшом американском городке, добытая одним взмахом катушки по картофельному полю. Сумма, которая превращает это поле в самое дорогое место для прогулки во всей американской истории детекторного поиска. На этом основной счет закрыт. Но 3 бонуса ждали своей очереди не просто так. Норвегия, деревня Рена, восточная часть страны, регион Эстердален, около 70 километров от Осло. Апрель 2026 года. Вигард Сёрли и Руни Сетри выходят в поле, которое до них не проверял ни один кладоискатель. Обычная сельскохозяйственная земля, каких в Норвегии тысячи. Просто спросили разрешения у владельца и пошли без особых ожиданий. Первый сигнал – 19 серебряных монет. Достаточно, чтобы сразу понять, случайно столько монет в одном месте не оказывается. Тут же сообщают властям. Дальше раскопки, которые не останавливаются 2 недели подряд. Археологи из Музея культурной истории при Университете Осло работают в тесном контакте с местными кладоискателями. Редкий случай, когда хобби и наука действуют плечом к плечу с первого дня. Итоговая цифра – почти 3000 монет, что по среднему весу монеты эпохи викингов составляет свыше 3 килограммов серебра. Клад назвали Мёрстад, по названию хутора неподалеку. Это крупнейший клад эпохи викингов за всю историю Норвегии. Предыдущий рекорд, 1849 монет, продержался с середины XIX века. Ни одной подобной по масштабу находки в стране не случалось с 1950 года, когда в Тронхейме нашли клад из 964 монет. Монеты не только норвежские. Английские, немецкие, датские вперемешку – живое свидетельство того, насколько плотно норвежские земли были встроены в европейскую торговую и военную сеть эпохи викингов. На одной из монет можно разобрать имя – Этельред, английский король, чье серебро когда-то откупалось от набегов викингов, а потом само стало их добычей, осевшей за 1000 километров от места чеканки. Норвежский министр климата и окружающей среды назвал находку исторической и добавил, то, что клад оказался именно эпохи викингов, совпадение, которое сложно придумать нарочно, ведь именно эта эпоха и сформировала образ страны, которым Норвегия известна по всему миру. Рекорд есть. Осталась история страшнее любого рекорда. Пролив Магеллана, южная оконечность Чили, место, которое когда-то называлось Рей-дон-Филиппе. Позже его переименуют иначе – Пуэрто-дель-Амбре, порт голода. 1584 год. Испанская корона отправляет мореплавателя Педро Сармьенто де Гамбоа укрепить пролив. Незадолго до этого здесь прошел английский капер Фрэнсис Дрейк, и Мадрид испугался, что враг закрепится на стратегическом проходе между 2 океанами. Около 300 испанских поселенцев основывают колонию на самом краю известного тогда мира. По старому обряду, при основании поселения под фундамент церкви клали монету, символический жест, будто отдающий будущее место на волю провидения. Дальше катастрофа. Голод. Холод, к которому испанцы, привыкшие к средиземноморскому климату, оказались совершенно не готовы. К 1587 году, когда сюда доберется английский мореплаватель Томас Кавендиш, от поселения останутся одни руины и, по свидетельствам очевидцев, лишь горстка выживших. Название «Порт голода» колония получила не для красного словца. Оно отражало то, что здесь произошло буквально. Спустя 4 с лишним века археологи выходят на предполагаемое место церкви с металлоискателем. Не наугад, а по четким историческим ориентирам, вычисленным по старым картам и хроникам. Прибор ведут медленно, квадрат за квадратом, без раскопок. Просто фиксируют аномалии под землей. Один сигнал оказывается сильнее остальных. Раскопки, и в руках оказывается серебряная монета в 8 реалов. Крест Иерусалима на одной стороне, герб короля Филиппа II на другой. Чеканка Потоси, той самой шахты в горах современной Боливии, что несколько веков снабжала серебром половину мира, и золотые галеоны которой не раз становились добычей тех же английских каперов, из-за которых, собственно, колонию и основали. Монета пролежала на месте ровно там, где ее оставили при основании колонии, и стала точкой отсчета.
По ней археологи восстановили точную планировку поселения, где стояли дома, где склады, где оборонительные сооружения. Монета путешествовала через полмира, из шахты в Андах через порты Испанской империи до самого края Южной Америки. Пережила голод, холод и 4 века забвения, и в итоге рассказала историю колонии лучше любого архива. 2 честных бонуса закрыты, есть и 3, но он не совсем по правилам этого списка. Россия, город Торжок, Тверская область, левый берег реки Тверцы. Сразу оговорка. Эту находку сделали не с металлоискателем в поле, а археологи вручную, разбирая старый фундамент перед новой стройкой. Формально она выбивается из списка, но история слишком сильная, чтобы ее пропустить. Улица Садовая, в прошлом Дмитровская. Спасательные раскопки перед строительством нового дома. Закон обязывает археологов проверить участок, прежде чем туда зайдет техника. При разборке основания старой пристройки из-под камней вываливается глиняный горшок, покрытый коричнево-желтой глазурью. Внутри 409 золотых монет, отчеканенных с 1848 по 1911 год. Руководитель раскопок называет находку возвратным кладом, то есть таким, который спрятали не навсегда, а с расчетом забрать позже. По архивным документам на этой улице в начале 20 века жили священники, торговцы, бухгалтеры, ремесленники. Кому именно принадлежало золото, установить пока не удалось. Есть версия, которая напрашивается сама. Клад спрятали в 1917 году, в разгар революции, когда старый порядок рушился на глазах, а хозяин дома рассчитывал переждать бурю и вернуться за своими сбережениями. Не вернулся. Началась гражданская война, потом совсем другая страна. Дом, под которым лежало золото, простоял еще несколько десятилетий и был разрушен уже в годы Великой Отечественной войны. Сегодня это один из крупнейших кладов золотых монет конца XIX – начала XX века, найденных при археологических раскопках в России. 409 монет – это 4070 рублей золотом по номиналу, а в переводе на вес металла больше 3 килограммов чистого золота, зарытых в землю и пролежавших там больше века. И редкий случай, когда за сухими цифрами стоит совершенно человеческая история. Кто-то понадеялся, что революция – это ненадолго. 15 монет плюс 3 и ни одной похожей истории. Разный металл, разные века, разные континенты и эпохи. Пляж в Атлантике, кукурузное поле в Европе, дно моря у древнего порта, промерзший берег пролива на краю света, фундамент дома в революционной России. И один и тот же момент, когда Земля наконец отдает то, что берегла столетиями. Самая старая находка в этом списке – клад Эбуронов, ему больше 2000 лет. Самая свежая – золото из Торжка, поднятое из-под земли меньше года назад. Между ними вся человеческая история – войны, империи, революции, кораблекрушения. И монета, в отличие от людей, которые ее теряли, пережила все это без единой царапины. Каждая из этих монет когда-то лежала в чьей-то ладони, служила платой, приданым, тайным запасом на черный день. А потом ждала, иногда веками, пока кто-то с катушкой над землей не пройдет именно в этом месте. Официальные источники и музейные страницы по каждой находке в описании под видео.